Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка с братьями Билан и рубрика «Облови себя вчерашнего». Сегодня тема нашего урока – это приманки для ловли окуня. Ребят, много-много лет мы ловим окуня и знаем о нем все. В принципе, даже то, что он не знает о себе. И мы переловили на очень много брендов за свою жизнь, и в спорте, в рыболовном, и просто ловили, покупали приманки. И вы знаете, мы пришли к одному мнению. Вот в момент мы поняли одно, что важно для рыбы. Друзья, для рыбы очень важно это форма приманки, цвет приманки и размер приманки. И, как показывает практика, не решает съедобность резины, а решает именно вот эти вот факторы и умение ловить рыбу. Знание повадок рыбы, где она стоит. И мы нашли приманки, рабочие приманки, уже тестим их уже более 2 лет. Это приманки с AliExpress. И сегодня у меня будет рубрика топ-3 лучших приманки для ловли окуня из просторов AliExpress. Погнали с нами, остаемся. Ну и, друзья, начнем. Третье место нашего хит-парада – это приманка рак. Это вот такой вот формы, знаменитой формы рачок. Есть он также у японских брендов. Ну, есть он уже и у нас. И стоит он очень дешево, и работает он также очень хорошо. Приманка очень крутая. Особенно она открылась у нас в свое время именно зимой, в холодное время года, на реках, на озерах. Когда окунь стал малоподвижным, и он начал есть всяких ракоподобных со дна, потому что они малоподвижны, их легче съесть. И именно эта приманка стала залогом успеха именно холодного времени. Мы его применяем на любых весах, на шарнире он хорошо работает, и также работает хорошо на маленькой деликатной вольфрамовой джиголовке. Как показала практика, именно вот джиголовка часто работает лучше, чем шарнир. И ловит рак как мелкую рыбу, так и очень крупную рыбу. Все зависит от того, какая рыба есть в водоеме. Но эта приманка не останавливается на холодном времени года, на холодной воде. Мы также эту приманку применяем в летнее время года, когда вода уже достаточно теплая и когда нужно поймать реально крупную трофейную рыбу. Вот такой вот небольшой рачок, компактный, он собирает крупных рыб, и мы ловили килограммовых особей на эту приманку в летнее время, когда не работало ничто. Поэтому приманка как на холодное время, так и летом на крупную рыбу, когда нужно отфильтровать мелочь. Друзья, вашему вниманию второе место нашего хит-парада. Это такая вот приманка, длинный слаг Sexy Impact. Эту приманку знают многие, особенно old school знает эту приманку, потому что раньше это была классика. Но скажу вам так, открыли мы ее второй раз, точнее можно сказать, второе дыхание у нее открылось не так давно у нас, именно при использовании дропшота. Разнесенный монтаж, который очень стал популярным. И, кстати, кто не видел наше видео в YouTube, посмотрите обязательно, ссылочку прикреплю ниже. Дропшот просто эту приманку открыл по-другому. Именно в холодное время на соревнованиях осенью стрельнула приманка очень хорошо, когда задача стояла поймать хорошую рыбу, знаете, приятного размера окуня, там 30 плюс сантиметров. Эта приманка собирает исключительно хороший размер рыбы. Что касается других монтажей, да, вопросов нет, можно использовать на шарнире, на классическом, без проблем, на джигриге, но именно открылась приманка хорошо на дропшоте, друзья, запишите обязательно. Что касается цветов, друзья, вы все знаете прекрасно, что биланы ловят на натуралку, естественный цвет, кормовой цвет для рыбы. Что ест окунь, мы сразу понимаем, какая у него база, и подбираем приманку по цвету. Очень много лет практики, и мы все-таки пришли к мнению, что именно двухцветный цвет, двухцветка, именно в гринпампинг шартрезе открывается лучше всего, особенно на дропшоте, когда приманка переваливается из стороны в сторону и создается иллюзия живой рыбы. То есть идут такие характерные блики, и в принципе это видно визуально далеко. Рыба может даже с дальней дистанции увидеть эту приманку и атаковать ее. Поэтому берите на вооружение именно двухцветные варианты этой приманки Sexy Impact. И я думаю, успех будет с вами, вы наловите крупной рыбы.
Друзья, вашему вниманию номер один приманка. Сразу говорю, кто-то скажет, да, я знаю эту приманку, уже 100 лет на нее ловят. Ну, друзья, многие не знают. И знаете, нужно повторять о некоторых вещах постоянно. Это классика, это ребристый слаг, 2-дюймовый, в болотных цветах. Иногда в ультрафиолете этот слаг просто творит чудеса. На любом водоеме, речка, озеро, пруд, водохранилище, без разницы. Работает на любых типах монтажей, как джигриг, так чебурашка, так и отводной поводок, так и дропшот. Ну, прям вообще огромное количество вариантов использования этой приманки, и она... Ну, рыба от нее дуреет, окунь просто ее съедает. И вот знаете, за счет этих ребер создается ощущение, что рыба, у нее происходит глотательный рефлекс. Она пытается заглотить по ребрам эту приманку и съесть ее. Поэтому рекомендуем применять не тяжелые крючки для такой приманки, чтобы ее не перегружать, чтобы была более естественная игра приманки на дне. И очень важно, подавайте ее короткими рывочками. Окунь любит рывки. Делайте рывочки и давайте большие паузы. Я вам скажу, что когда вы оснастите приманку легким крючком, приманка в воде на дне становится вертикально, что дает возможность даже очень мертвой, несговорчивой рыбе подойти, принюхаться, нацелиться и атаковать ее. Приманка творит чудеса, и я думаю, что у многих она есть в коробках, но мы нашли эту приманку, да, мы нашли эту приманку за очень смешную цену, друзья, и мы на нее сейчас ловим в количестве рыбу, и мы не видим даже смысла ставить какие-то известные дорогие бренды. Это все практика, наработки, и поэтому сейчас в наших коробках эта приманка лежит всегда в количестве. Друзья, ну в общем выдали мы вам базу. Это 3 лучших приманки для ловли окуня, очень бюджетных, и они ловят круглый год. Если иметь этот комплект приманок, то в принципе в течение года вы будете ловить без проблем везде. Я думаю, что вы останетесь всегда с уловом. И я скажу так, что, друзья, чтобы было меньше вопросов, потому что их приходит достаточно большое количество, ссылочки на эти приманки я прикреплю в описании этого видео. Вы можете ознакомиться, если что, заказывать этот яд. Ну а с вами были братья Билан, рубрика «Облови себя вчерашнего». Увидимся на водоемах. Всем пока!